Come and fly away with me. 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 Всем привет, это Нелли. Это вторая часть видео о том, как я решила изменить свою жизнь и что я для этого решила предпринять. Обязательно посмотрите первую часть до того, как продолжить смотреть это видео. Я прикреплю его наверху и будет ссылка внизу в описании. Четвертое, что я решила изменить. Конечно же, когда в жизнь носишь столько разных изменений, невозможно за всем уследить и порой забываешь что-то сделать, поэтому нужна очень большая дисциплина. Для этого я решила, что я обязательно должна вести ежедневник, записывать все свои дела на следующий день. Раньше я всегда это делала, потом в один момент забросила, но это безумно удобно, особенно если вы вдруг замечаете, что у вас появилось свободное время или нечем заняться, можно просто открыть блокнот с записями и посмотреть список нужных дел. Также, как я уже говорила в прошлом видео, я составляю список целей, которые я хочу достичь до своего следующего дня рождения, то есть на протяжении года. Ну и еще одну вещь, которую я решила внести для того, чтобы стать более дисциплинированной. Я решила создать такую таблицу, в которой я запишу список тех вещей, которые я должна выполнять каждый день. Сверху распишу дни недели, и каждый день буду отмечать, сделала ли я эту вещь. И лично я такой перфекционист, что если я увижу, что на протяжении недели везде стоят галочки, и в один день клеточка пустая, у меня это вызывает очень большой дискомфорт, поэтому в следующий раз я буду стараться не пропускать ни одного дня. Я буду держать вас в курсе, как у меня продвигается эта табличка. Пятое. Конечно же, нельзя развиваться только в одной сфере своей жизни, нужно развивать все сферы жизни, иначе в жизни будет полный дисбаланс и не будет гармонии. Поэтому обязательно я вношу пятым пунктом – это здоровье. Для меня очень важна та еда, которую я ем. Я стараюсь употреблять только качественную еду, но за этим я слежу всегда. А те вещи, которые я хочу внести, это первое. Каждое утро начинать день с вакуума. Минимум 3 раза я должна делать вакуум, потому что 5 раз меня не выдерживает терпение, честно говоря. Поэтому я буду делать 3 раза. После чего я обязательно пью стакан теплой воды, минимум 1 стакан до еды, за 20 минут до еды в идеале. Для меня очень важно, чтобы моя кожа была максимально здоровой, и чтобы мне не пришлось маскировать консилером какие-то прыщи, черные точки, постакне. Поэтому для здоровья моей кожи и всего организма я решила, что я в день должна пить минимум 2 литра воды, это 8 стаканов в день. Я стараюсь всегда следить за тем, сколько я пью воды, но порой, сидя дома, забываешь выпить воду и вечером только вспоминаешь, что, я опять не выпила нужную норму воды в день. Поэтому это я тоже вношу в свою табличку, 2 литра воды в день. Также я приняла для себя за правило наносить каждое утро маску или крем для лица. Сейчас у меня закончился мой крем, поэтому я наношу маски, и обязательно я пользуюсь вот таким роллером, потому что я хочу посмотреть, какой от него будет эффект. Я слышала очень много классных отзывов. Если будет интересно, могу через месяц сделать результат о том, как было до и после. Потому что я слышала, что он очень хорошо подтягивает кожу, убирает лишние подбородки. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Это я тоже вношу в список своей таблички. Следующее, что я вношу в свою табличку, которая относится к здоровью, это ложиться спать хотя бы до 11 вечера. В последнее время у меня сбился режим сна, но я буду стараться ложиться до 11. И последний пункт, который я вношу в здоровье, это заставлять себя выходить на улицу и хотя бы минимум 30 минут гулять на улице или в городе, неважно, для того, чтобы кожа лица стала более здоровой, более свежей и вообще, чтобы был достаток кислорода в организме. Шестое, что я вношу, это следить за своим телом. Можно это назвать как пункт спорт. Для этого я каждый день хочу заниматься йогой. Я для себя нашла идеальный список упражнений, который помогает держать тело в тонусе, без лишних рельефностей, просто реально все мышцы подтянуты и очень красивое тело получается. Это я тоже вношу в свою табличку. Следующее, что я вношу в список для улучшения моего тела, это вот такая щетка с жестким ворсом. Возможно, вы тоже уже про нее слышали. Она реально очень сильно помогает улучшить кожу, сделать ее более бархатистой, помогает убирать целлюлит снизу. Всего лишь нужно снизу вверх делать массажными движениями каждый день, и тогда реально будет виден результат. Хочу это делать утром и вечером. Это я обязательно тоже вношу в свою таблицу. И также для меня немаловажным пунктом для того, чтобы мое тело было здоровым, красивым,
это следить за моим позвоночником, потому что постоянно находясь в гаджетах, компьютерах, мы не замечаем, как постоянно сутулимся, и для того, чтобы улучшить свою осанку, я стала лежать на таком валике, я просто скрутила его из полотенца. Если интересно, можете просто вбить в ютубе валик для спины и найдете там видео, очень легко и просто все делать. Буквально 5 минут в день нужно на нем лежать, каждый день. Реально тогда улучшается осанка и уходит боль в мышцах спины, поясниц. Это я тоже обязательно вношу в свою табличку. И последний, 7-й пункт, который я вношу, это каждый день минимум 15 минут убираться. Неважно, будь то прибраться в комнате своей спальни или на кухне прибраться, посуду помыть. И плюс для меня очень важно эстетическое восприятие мира, то есть для меня очень важно, чтобы был порядок в помещении, на улице, чтобы было красиво, и также чтобы был порядок в человеке, чтобы человек был ухоженным. Поэтому 15 минут уборки в день вношу в свою таблицу. Это все 7 пунктов, которые я решила внести в свою жизнь для того, чтобы сделать ее гораздо лучше. И вы знаете, неожиданно для меня в моей жизни стали происходить очень интересные события, изменения, и начались они уже в тот первый день, когда я пошла на французский. Хочу с вами поделиться моими впечатлениями, давайте вернемся в тот день. Я наконец-то вернулась домой. Сегодня был такой насыщенный день, произошло столько всего нового. Даже то, о чем я даже просто мечтала, но не ожидала, что это произойдет. В первую очередь я побывала на французском, это было так круто, наконец-то. Я смогла поговорить на этом языке, который так люблю, которого мне так сильно не хватало. Я как будто услышала что-то такое родное, чего так давно прям хотелось услышать. И хоть занятия были 4,5 часа, я очень устала, но мне безумно понравилось. Прям я уверена, у меня получится достичь моей цели, а цель у меня, чтобы при следующей поездке, когда я побывала в франкоговорящей стране, в идеале в Париже, я хочу говорить с местными жителями на их языке, изъясняться с ними на их языке, без лишних переводчиков, гуглов. И после крутого урока французского я встретилась со своим женихом, и он мне сделал сюрприз. Я даже вообще не ожидала этого. Он меня повел в планетарий. Это моя просто давнейшая мечта была. И музей, конечно, не так было интересно, но когда мы пришли в зал сеанса, в общем, я в полном восторге осталась от сегодняшнего дня. То есть я знала, что будет круто из-за французского, но я не знала, что настолько круто, что столько нового произошло. Я такой вывод сделала, что страхи и лень — это вот самые большие наши враги. Вот страх — это то, что пожирает человека, просто не дает ему жить и наслаждаться жизнью. И вот серьезно, что мы теряем? Что мы теряем от того, что мы рискнем? Мы получаем новый опыт, мы получаем новые эмоции, новые впечатления, в конце концов, новые знакомства. Реально, вот жизнь заиграла новыми красками. Теперь как будто реально хочется жить, серьезно. Я всем советую, попробуйте, напишите список того, что вы мечтаете сделать, о чем вы так давно мечтаете. Пусть это будет стрижка, пусть это будет, я не знаю, изменить свой гардероб, изучить новую профессию, полететь в космос, может быть, я не знаю. В общем, все, что хотите, напишите список, начните с того, что поменьше, что не так глобально возможно. Просто рискните. Посмотрите, что будет реально, я гарантирую, вы будете в восторге от результата. По сути, что-то требуется, просто усилия. В общем, пока эксперимент идет очень хорошо, прям лучше, чем я могла ожидать. Посмотрим, что будет меня ждать впереди. Я хотела на этом закончить свой ролик, но, честно говоря, я не знала, добавлять это или нет, но еще произошло одно событие странное. Кстати, произошло это все в один день. Это очень странно, но я думаю, случайности не случайные, как было сказано в Кунг-фу Панде. В этот день мне присылает сообщение сестра, что на нас показывают ролики, которые крутят в метро. Символом процветания и силы. Москва многоликая, такая разная.
яркое, государственного канала ютубного снят был ролик про то, какие они сделали достижения в транспорте и так далее. И я не знаю, каким образом туда попала я, ну и сестра. Я на тот момент занималась танцами армянскими, и один день после занятий мы вышли, все такие веселые были, и так хотелось еще танцевать, что мы просто на площади решили просто немножко потанцевать. И там был один человек, мы заметили, там многие проходили, снимали, просто потому что прикольно было. Но был один человек с камерой такой профессиональной, и он нас так прям долго снимал, мы удивились. И оказывается, это было вот для этого ролика. Это очень странно. Я оставлю внизу ссылку, если кто-то хочет посмотреть этот ролик. Это странно, но это прикольно. Тоже какая-то новая вещь произошла. Мне кажется, череда таких новых интересных событий происходит, когда реально ты вот открыт миру. И всем советую это сделать, вести список своих мечт, начать их осуществлять, потому что, как бы это ни прозвучало банально, жизнь не такая долгая, поэтому лучше ее прожить максимально и никогда не останавливаться на достигнутом, вообще все время двигаться. Посмотрим, что у меня будет дальше происходить. Я буду стараться держать вас в курсе. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.